Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на предстоящую первую половину месяца апреля с 1 по 15 апреля соответственно. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты выпадут в этот отрезок времени, какие интересные события у вас произойдут. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна также, если вы подпишетесь, чтобы не пропускать в дальнейшем мои расклады, если они вам нравятся, естественно. Итак, первая карта — Верховная Жрица, ваша интуиция, ваше внутреннее чутье, которое пытается вас направлять на правильный путь и удерживать вас на этом пути в первой половине месяца апреля. Вы выбираете позитив, вы говорите нет негативу, вы стараетесь здесь прислушиваться к своему внутреннему голосу. Пятерка жезлов, при этом какая-то внешняя борьба может происходить или какие-то ссоры, какие-то драмы с другими людьми иногда, которые могут происходить в вашем окружении, возможно, да, то есть нужно быть осторожнее. Карта Повешенной также показывает, что вам нужно, возможно, посмотреть на некоторые вещи по-новому, возможно, сделать паузу и убедиться, что вы все делаете правильно. Да, сделать такую остановку, подумать, поразмышлять, почему именно происходит то, что происходит в вашей жизни. И вы как будто бы новый взгляд на вещи здесь получите. То есть увидите отношения или работу, или вот какую-то ситуацию по-другому, под другим углом или с более глубоким пониманием и осознанием происходящих вещей. Возможно, вы в какой-то момент даже почувствуете себя жертвой обстоятельств или вот той ситуации, в которой вы находитесь, да, и попытаетесь по Верховной Жрице прийти к какому-то решению, как вам поступить в этой борьбе, что вам лучше делать, как вам действовать. Здесь и шестерка мечей, какие перемены в вашей жизни вам нужны, потому что вы ищете каких-то возможностей, что можно поменять, как можно исцелиться, как можно потихонечку уйти от той проблемы, которая у вас есть. То есть у вас такой переходный период, вы думаете, как уйти от того стресса, от тех конфликтов или от того состояния жертвы, в котором вы находитесь. То есть вам хочется позитивных изменений, вам хочется приблизить себя к своей цели, к каким-то тому видению, да, вашей жизни, которую вы себе нарисовали. То есть оставить позади то, что было, может быть, было нехорошего, или то, что вас тормозило, или какие-то испытания, трудности, с которыми вы сталкивались, и двигаться дальше. То есть вот этот шанс на удачу словить, не упустить. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта Мага. Карта Мага хорошая очень карта, потому что она показывает большое количество возможностей в ваших руках. Многое можете, многое способны сделать, но при этом девятка мечей также здесь. То есть да, у вас есть все необходимое, чтобы пройти этот путь. И вот знаете, у вас какие бы сложные ни были там обстоятельства, вы способны преодолеть любые проблемы, построить новый путь, новый какой-то путь проложить к успеху здесь, пройти через весь этот процесс изменений, которые у вас происходят. То есть по волшебству вот как будто бы что-то вот поменять таким образом здесь в своей жизни, чтобы получить все-таки то, что вы заслуживаете, то, чего вы хотите. То есть вы стараетесь не думать о каком-то негативном сценарии, но при этом девятка мечей, которая здесь также есть, она показывает, что может быть много переживаний с этим связано. То есть вы думаете, правильно ли я поступаю, правильно ли подсказывает мне моя интуиция, да, то есть препятствия, которые возникают на моем пути, они будут ли они сокрушительными, да, они будут ли они финальными для меня. То есть все равно есть вот это накручивание себя и каких-то переживаний достаточно много здесь может быть. Тут же карта Дьявола и карта Туза Пентаклей. И вместе с Тузом Пентаклей карта хорошей возможности, карта возможности по Тузу Пентаклей быть независимыми в своих решениях, в своем мнении, в конце концов, независимым быть по Тузу Пентаклей в том, чего вы хотите, чего вы сильно желаете, допустим, да, и как вы будете это достигать, добиваться. То есть здесь карта, которая показывает, что да, вы могли бы быть чересчур зациклены по девятке мечей на каких-то негативных аспектах, каких-то негативных ситуациях для вас. Но тем не менее, да, несмотря на вот этот абьюз по карте Дьявола, несмотря на
какую-то токсичную ситуацию или атмосферу вокруг вас, у вас есть возможность нового пути, нового начала, какого-то хорошего предложения, которое будет открывать вам большой потенциал для безопасности, для стабильности, да, и уходить от этой навязчивой, сковывающей энергии дьявола и девятки мечей, которая как в тисках держит, собственно, этого туза пентаклей. То есть для вас здесь этот период, он будет посвящен тому, что вы по верховной жрице постараетесь интуитивно определиться, какой путь вам выбрать, что для вас будет здесь правильным. Потому что когда у вас откроется новая возможность, вам нужно будет справиться в этой борьбе, да, противостояния вашей интуиции и по карте дьявола какого-то замкнутого круга, в котором вы находитесь. То есть эта карта дьявола, она как будто бы вас заставляет сосредоточиться на каких-то ситуациях, в которых вы давно находились, да, мол, не уходить от этого порочного круга. Нужно быть осторожным, нужно не зацикливаться на каком-то конкретном результате, потому что вы можете также еще и сильно желать получения какой-то конкретной цели для себя. Это может тоже мешать вам несколько, избивать вас, сдвигать с пути какой-то хорошей возможности, которую, может быть, вы не сразу замечаете, но она вам дается, и она лучше, чем то, чего вы сильно хотите, чего сильно желаете. То есть вам нужно здесь быть более гибкими и гибкими в выборе пути. Да? Когда предлагается какая-то возможность, которую вы раньше не рассматривали, вам стоит ее рассмотреть, потому что, возможно, это то, что для вас действительно и предопределено, да? А не то, чего вы прям сильно хотели раньше, допустим. То есть вы сможете посмотреть на определенные вещи по-другому, иначе, в другой перспективе, вместе с этим повешенным, который у вас здесь выпадает также. Тут же у вас есть карта Луна, и под пятеркой жезлов еще карта Звезда. То есть у вас явно есть какие-то вещи, за которые вы боретесь, сражаетесь, то есть что-то, что для вас важно и очень серьезно, и что вы отстаиваете здесь, что вам, казалось бы, по праву принадлежит, возможно. Но в целом-то карта Луна, карта, показывающая, что вы можете втягиваться, да, в какие-то конфликты, какие-то теневые, там, не знаю, обсуждения или разговоры. Вас могут втягивать другие люди, какие-то мелкие ссоры. То есть вам лучше здесь не впадать в какую-то панику, не накручивать себя и не вступать ни в какие интриги, скажем, да, потому что здесь они могут негативно сыграть негативную роль в вашей жизни. Ну и да, и не преувеличивайте свои страхи, потому что они могут гиперболизироваться, усиливаться под действием этой Луны. Вам здесь нужно быть более спокойными, контролировать больше свои эмоции, свое состояние, соответственно, и по карте Звезда не забывать о вашей главной цели, что для вас является все-таки самым приоритетным. Карта Звезда, то есть строить планы, надеяться, верить в конце концов в лучший исход, в лучший вариант развития событий, не бояться мечтать. Да? Поэтому карта Звезда. В целом карта Повешенной тоже, да, которая здесь у вас есть. Давайте посмотрим, что под ней будет. Под ней четверка пентаклей. Тут же 8 кубков под 6 мечей. Ну да, вы, может быть, знаете, чувствуете себя немножечко жертвой сейчас, вот в теперешнем времени, здесь и сейчас. Может быть, даже по 4 пентаклей чувствуете, что вы в чем-то себя должны ограничить. Или, может быть, по 4 пентаклей на чем-то экономить здесь. Может быть, так. Да, вы понимаете, что что-то нужно оставить позади, потому что вы что-то переросли, вам это больше не подходит или не приносит вам удовольствия или не соответствует вашим целям. И 4 пентаклей, она как будто бы дает вам такое предостережение, то есть быть осторожными и контролировать, сколько вы отдаете ресурсов, энергии, денег, чтобы быть более экономными, может быть, более бережно использовать материальные, финансовые ресурсы, или бережно использовать время, или бережно использовать, там, не знаю, свою энергию в целом, да, жизненную. То есть здесь нужно быть более бережными, бережно относиться к своим идеям, то есть не рассказывать всем подряд, что вы там думаете или какие у вас планы,
планы или какие-то бизнес-идеи. То есть по Верховной Жрице, опять-таки, возможно, что-то нужно держать в себе, не рассказывать о каких-то своих планах, и карта Маг здесь волшебник, о каких-то своих задумках, которые есть у вас в голове и которые вы можете реализовать. То есть держать их в секрете, скрытыми, пока не придет время подходящее, да, рассказать уже о успехах. То есть если вы начинаете какой-то новый бизнес, может быть, об этом пока не стоит всем вокруг рассказывать. Вот такой вариант. Поэтому карта Звезда здесь и карта Четверка Пентаклей. Но в любом случае вы готовы к этим переменам, вы готовы уйти от того, что уже как будто бы переросли и вам не подходит. Давайте посмотрим еще. Восьмерка мечей, ну, по сути, тоже страхи, да, страхи, боязни, той идеи, может быть, которая у вас возникает, готовы ли вы это сделать или готовы ли вы следовать какому-то предложению здесь, возможности. То есть вы вот здесь очень много переживаете, можете много накручивать себя и действительно преувеличивать свои страхи, чувствовать какую-то неуверенность, много сомнений, много каких-то здесь также моментов, где кто-то вам, пятерка жезлов и восьмерка мечей, говорит какие-то негативные вещи, мол, у тебя не получится, ты не сделаешь, не сможешь, да, но вам решать, сможете вы или не сможете, вам решать, хватит ли вам веры в свои силы, может быть, ресурсов, да, своей энергии на то, чтобы получить то, что вы хотите, да, или целеустремленности, чтобы получить то, что для вас важно, чего вы хотите. То есть вы действительно можете оказаться в ситуации, которая вам не нравится, и вам может казаться, что вы не можете освободиться из этой ситуации, или вас кто-то убеждает в этом, хотя на самом деле это все пустое, вы можете справиться с этим и выйти из этого состояния, потому что это больше эта клетка или вот эта вот восьмерка мечей, которая здесь показывает каких-то призраков, которые пугают ее, да, это больше в вашей голове, это ваше восприятие, и вам не нужно обращать внимание на эти свои страхи. Если нужно от чего-то уйти, нужно, не сомневаясь, разворачиваться, уходить, не искать никаких обоснований, оправданий, придумывать себе, чтобы остаться, или там не воспользоваться шансом начать там свой бизнес или какое-то свое дело из того, что вы не уверены, да, боитесь. То есть нужно выходить из этого замкнутого круга. Хоть это может быть и не просто, не легко, но ничто не дается легко в конце концов, да? Но тут же карта смерти. Опять-таки уйти, оставить что-то, что вам не подходит. И тут же тройка кубков. Как только вы начнете отпускать то, что вам не нужно, да, и предпримете действия для того, чтобы отдалиться от того, что вам больше не подходит, и тогда вы вернетесь в то время, когда будете чувствовать себя счастливыми, радостными. Может быть, захочется общаться больше с другими людьми, которые с вами на одной волне, которые вас будут поддерживать, которые будут не ставить вам палки в колеса или говорить какие-то негативные вещи, да, останавливать вас, а которые будут вас поддерживать, которые будут помогать вам дальше. И вот эту версию, новую версию вас самих каким-то образом продвигать, возвышать, да, и всячески вас приободрять. Ну, в любом случае, достаточно хорошая для вас здесь карта. С этим я вас поздравляю. Желаю всем всего самого наилучшего. Овны, берегите себя, пишите ваши комментарии и не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. До скорого!